За орхидеями нужно наблюдать, и тогда вы поймете, что требуется определенным сортам орхидей. Не все орхидеи такие капризные, как вот эти две красавицы. Есть орхидеи, которые в любом месте, при любой температуре будут цвести и расти. А есть орхидеи, которые ни за что не будут цвести, никогда не будут цвести при повышенной температуре. Но это все приходит с опытом и наблюдениями за нашими любимыми цветами. Интересная информация для ростовчан, жителей области и гостей нашего города. С 4 по 7 апреля в Донэкспо на Гибина 30 будет проходить выставка «Дачный сезон. Моя усадьба». И к нам приезжает Александра Красина. А вы знаете, что Александра всегда привозит очень красивые орхидеи. И помимо того, 5 апреля с 11 до 12 Александра даст мастер-класс по уходу за азиатскими орхидеями. Всех приглашает на выставку, на мастер-класс и за новыми красивыми орхидеями. Добрый день, друзья! Вы часто меня просите рассказать об уходе за той или иной орхидеей и как зацвела та или иная орхидея. Вот сегодня первым мы показали вам Лека Фантастик. О ней я в прошлом году рассказывала, что как бы я не хотела получить полное цветение, у меня никак не получается. Она часто отсушивает бутоны и распускает всего 1 или 2 цветочка. Вот это первый год, а ей 4 года. Первый год, когда она распустила все бутоны. Остался один, но он тоже распустится. Ну, почти все бутоны. Вот такая красотка. Причем распускается она с насыщенным терракотовым цветом, а потом первые цветы становятся чуть бледнее и уходят в розовый оттенок. Распустилась красная роза. Это была уценка. Приобретала я ее у Александры Красиной, когда она приезжала к нам в позапрошлом году, перед Новым годом. И сейчас ее первое цветение. Очень красивая орхидея. И такие достаточно крупные цветы. Ну, то есть это стандарт. Но остановить свое внимание я хочу сегодня вот на этих двух орхидеях. Одна орхидея Ирен Добкин, вторая орхидея, по-моему, это Стюартиана. Вот она у меня настолько давно, что я потеряла от нее вот такую бирку. И не могу вам точно сказать, то ли это Стюартиана, то ли это Шеллериана. Но для меня они очень похожи по содержанию, по уходу за ними. И Ирен Добкин, и такие Стюартианы и Шеллерианы, которые у меня не растут от слова совсем. Таким орхидеям нужна большая влажность, а у меня ее нет. Даже стоят рядом с увлажнителями, вот вы на полке у меня видите увлажнители, и рядом с ними стояли и стоят увлажнители, и это им не помогает. Об увлажнителях, кстати, я еще раз расскажу. Есть видео об этих увлажнителях, но расскажу, потому что нужно сделать небольшие добавления к старому видео. Прошло больше года, как я ими пользуюсь. И вот я сейчас вам могу результат рассказать, какие стоит покупать, какие не стоит покупать. И если даже стоит, то какие запчасти к ним нужны. Чуть позже расскажу об этом. А вот теперь об этих двух орхидеях. Эти орхидеи дома у меня
Вот это более 3 лет, это чуть меньше. И что я с ними только не делала. Конечно, каждый месяц я их не переставляю, не стараюсь устроить для них какое-то стрессовое состояние. Вот каждые полгода мне пришлось менять за ними уход. Проходит полгода, я понимаю, что ничего не меняется. Орхидея не растет, не цветет, ничего не происходит. То есть не нравится. Пыталась менять влажность, пыталась менять освещение, пыталась менять температуру. Ну, есть у меня возможность поставить орхидею на балкон для того, чтобы была более пониженная температура. Вроде бы и листики есть, и растят они листики, но очень маленькие, очень тоненькие. И посажены, вот многим говорю, посажены в коре. И это не меняет ничего. Они не растут огромными кустами. Да, я не применяю никаких кислот. Да, я не применяю никаких стимуляторов. Так я же хочу, чтобы орхидея была здорова. Многие этим пользуются, получают безумный рост и сиюминутный результат. Я не буду никогда этого делать. В следующем видео расскажу, где и как я применяю кислоты, аминокислоты природного происхождения. Вы об этом знаете прекрасно, но напомню вам еще раз. Так вот, что же я поменяла последний раз? Какие же изменения я внесла в жизнь этих орхидей? Где-то на просторе Ютуба один из садовников, голландских садовников, рассказывал, что для роста орхидей они используют повышенную температуру. То есть 29 градусов. У меня на данный момент 29 градусов нет в квартире. Ну, 27 максимум. Причем орхидеи стояли на полке, где достаточно тепло. Даже иногда попадает там на 2 часа солнечный свет. Рядом стоял увлажнитель. Ничего, никакой реакции. За год 1 листик и больше ничего. Ну, максимум 1,5, как я говорю. Вот когда 1 лист вырос, а второй вот такой еще маленький, 1,5 листика. И я поместила их на полку, где действительно чаще всего стабильная температура 27-28 градусов. Чем достигается эта температура? Да тем, что под этой полкой работает большой экран телевизора. Он плоский, он старый, ему лет 20, и он излучает большое тепло. Вот это тепло поднимается вверх, а над ним полка. И вот там всегда высокая температура. Но относительно, все относительно, там не 40, конечно, градусов. И очень низко висит вот такая бытовая светодиодная лампа. То есть до листиков всего 25-30 сантиметров. И, конечно, я не трогаю, не верчу, не кручу, поливаю, удобряю. Все я это делаю. И какое счастье! Ирен Добкин выпустила цветонос. Вот понимаете, я многое пыталась менять, температура, еще раз повторю, температура, влажность, вот все. И вот наконец-таки для Ирен Добкин сложилось, может быть, даже не все, может быть, что-то или тепло повлияло. Обычно тепло не влияет на выпуск цветоноса. Но для Ирен Добкин это оказалось очень актуально. И она выпустила цветонос. Видите, какие маленькие бутончики, малюсенькие. Когда зацветет, я покажу, что из этого получится. Не всегда первое цветение очень удачное. Иногда орхидея сушит бутоны, и не все бутоны распускают. Но хотя бы один распустила, для меня это будет большая радость. А вторая орхидея, она выпустила лист. Они маленькие, крошечные. Но вот капризные они или не капризные, да, к ним нужно найти подход. Или должны сложиться все условия для того, чтобы они росли и цвели. Кстати, еще Ирен Добкин в этом процессе, вот видите, поболела немножко. У нее на одном листе было грибковое заболевание, которое я удачно очень купировала
хлоргексидином. О хлоргексидине я уже вам рассказывала. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Так что, если у вас какие-то орхидеи не цветут или не растут, нужно найти причину. Нужно обязательно почитать, делаю ударение на слове, почитать, и найти в интернете информацию непосредственно об этой орхидее, что они больше любят: повышенную влажность, повышенную температуру, более длительный световой день или более насыщенный световой поток, потому что, может быть, ей 2500 люкс мало, может быть, ей нужно 5000 люкс. Вот эти все факторы, когда они складываются, тогда орхидея растет и цветет. Вот сейчас получилось. Оставлю ее на той же полке, на которой она стоит, и посмотрим, что с ней будет дальше происходить. Если она продолжит свое цветение каждый год, значит, ее все устраивает. А меня уж как будет устраивать, если она зацветет. За орхидеями нужно наблюдать. И тогда вы поймете, что требуется определенным сортам орхидей. Не все орхидеи такие капризные, как вот эти две красавицы. Есть орхидеи, которые в любом месте, при любой температуре будут цвести и расти. А есть орхидеи, которые ни за что не будут цвести, никогда не будут цвести при повышенной температуре. Но это все приходит с опытом и наблюдением за нашими любимыми цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Зрители, В восторге. просыпайтесь. Скажи, да зачем нам это цветение ваших орхидей? Юлечка. Нас и так неплохо кормят.